Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня у нас работа над ошибками. Некоторые девочки написали мне в комментариях, что я предлагаю им вязать косу не как в оригинале, да, для этого узора. Совсем недавно, позавчера, у меня был мастер-класс по этой модели. Вот. И обратили внимание опытные мастерицы, что я предлагаю совсем другую косу. То есть я ее, как обычно, на 12 петлях перекрестила 6 на 6 просто за один раз. Да? Здесь же многоступенчатая коса. Вот. И сегодня я хочу в этом видео мастер-классе рассказать секрет этой хитроумной косы, девочки. Она не совсем обычная, не совсем простая. Вот. Для начинающих вязальщиц это будет, наверное, целым открытием, как она вяжется там довольно-таки многоэтапно. Поэтому всем, кто хочет повысить свою квалификацию, кто хочет связать один в один данный джемпер, предлагаю посмотреть этот материал по вязанию вот этой интересной, очень-очень заманчивой косы, которую сегодня я буду вам рассказывать, как вязать. Хитроумно она довольно-таки там сплетена. Ну и, в общем-то, давайте сейчас посмотрим схему. Я схему нарисовала заново, видоизменила, вернее. То есть там те же самые вот эти красивые наши бантики остаются, да, но вот эта коса, она у нас растягивается на целых 9 рядов. 10 рядов, представляете? 10 рядов у нас растягивается раппорт вот этой косы. Вот. Но он очень органично вплетается. В общем, рядность узора остается такая же, то есть 32 ряда, то есть раппорт не меняется косы, а меняется лишь вот эти вот переплетения. Итак, смотрим схему узора. Вот такая коса получается у нас, если вязать действительно один в один, повторять, как у нас, значит, в оригинале, да, связана эта коса. Нашла я эту косу, как ни странно, в общем, вот в такой книге, которую я написала в 2018 году сама, да, то есть я автор-составитель всех этих узоров с переплетениями. Вот. Книжечка, неоднократно на своем канале я ее показывала, рассказывала, как я ее создавала. Кому интересно, здесь очень много всяких узоров с переплетениями, огромное количество косичек, жгутиков, очень много, и все они красивые, и все они прекрасные, да? Вот. Называют эти узоры аранскими. Ну, предыстория их как бы появления вот здесь изложена мной, не буду сейчас об этом говорить. Ну и вот моя фотография здесь. Кстати, эта фотография является логотипом моего канала «Рукоделие Светланы Лосевой», да? Так что, девочки, кто еще не знаком с моим таким видом деятельности, вот был у меня такой, значит, момент в жизни, да. Ну, а теперь давайте вернемся, как говорится, к нашим баранам. Смотрите, коса. Вот эта коса, ну, она, конечно, у нас лишь половинка, лишь часть. Ну, то есть вот это переплетение, коса называется лазурная, и она у нас на странице 42 этой книги. Вот. Смотрите, вот 12 наших петель, наша коса, да, и вот схема этого переплетения. Я уже сделала вот такое изменение, внесла в наш узор. Как видите, здесь у нас тоже количество рядов осталось, 30, получается, 2 ряда, но здесь будут вот такие косы. То есть, если вы желаете один в один повторить оригинал, то есть не ту упрощенную косу, которую я показывала,
12 петель мы перекрещивали одним разом 6 на 6, да? А здесь вот такая многоступенчатая коса, которая растягивается у нас с вами аж на 10 рядов. И вот что получается. Еще раз показываю. Сейчас я с вами провяжу эти 10 рядов, покажу, как их надо будет сформировать, вот эти вот переплетения такие тройные, да. И, в общем-то, кто хочет, можете их применить, связать этот узор вот именно по новой обновленному вот этой схеме. Так, ну что же, откладываем мы нашу красоту и приступаем к вязанию. Первый ряд у нас нашего переплетения в косе выглядит следующим образом. 4 лицевые вяжем. 1, 2, 3, 4. Затем 4 петли перекрещиваем с вами налево. Снимаем 4 петли и меняем местами по 2 петли. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Так. И провязываем первые 2 как 2 изнаночные, следующие 2 лицевые. И далее опять идут у нас 4 лицевые в косе. 1, 2, 3, 4. Так, вторые все четные ряды мы вяжем. Все петли у нас, как они у нас тут смотрят, вяжем. Третий ряд косы. Вяжем 2 лицевые, перекрещиваем 4 петли налево, меняем первые 2 у нас перед работой, следующие 2 за работой, поменяли местами, провязали первые 2 как 2 изнаночные, следующие 2 как 2 лицевые. Дальше у нас идут опять перекрещивания точно такие же. 4 петли перекрещиваем налево. Меняем местами первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами, провязали 2 изнаночные, 2 лицевые. И остались еще у нас тут с вами 2 лицевые. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд косы вяжем. Сразу начинается с перекрещивания 4 петель налево. Меняем местами первые 2 перед работой, следующие 2 за работой, перекрестили, провязали как 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Дальше перекрещиваем снова 4 петли налево. Снимаем 4 петли, первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. И вяжем как 2 изнаночные, 2 лицевые. Дальше у нас идут еще 4 петли, перекрещиваются налево. Меняем местами первые 2 перед работой, следующие за работой. Вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые. Все, раппорт связан. Вот видите, уже вырисовывается перекрещивание, да? Так, 6-й ряд у нас как смотрят петли, вяжем. 7-й ряд. Итак, первые 2 лицевые. Перекрещиваем следующие 4 петли налево. Сняли 4 петли на правую спицу, первые 2 перед работой, следующие 2 за работой, поменяли их местами, вяжем как 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Связали. Дальше следующие 4 петли опять перекрещиваем налево. Меняем местами. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. И провязали их как 2 изнаночные, 2 лицевые. И дальше у нас еще 2 лицевые остались.
связали раппорт косы. В 8 ряду мы вяжем, как смотрят петли. 9 ряд. 4 лицевые вяжем. 1, 2, 3, 4. Перекрещиваем 4 петли налево. Снимаем 4 петли на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Меняем их местами и вяжем как 4 лицевые. И далее остаются еще 4 лицевые. Кромочная и изнаночная. Так, ну и 10 ряд, это ряд, как смотрят петли. Кстати, с изнаночной стороны коса смотрится вот таким образом. Должна у вас тоже получаться, видите? Вот такие вот у нас идут здесь переплетения. Хитроумная, я хочу сказать, коса, хитро скроенная, да? Так, таким образом раппорт у нас занял 10 рядов в высоту, вот это вот переплетение. А далее наша коса вяжется, как мы уже с вами и вязали, одними лицевыми рядами. То есть лицевая гладь идет, да? Вот сколько там идет рядов лицевой глади. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То есть 22 ряда лицевая гладь идет. Вот. И далее идет новое переплетение. Так, ну, надеюсь, все стало понятно, стало все на свои места. Вы узнали секрет этой хитроумной косы, девочки. Так, надеюсь, видео было полезным. И многие из вас действительно воспользуются данной косой, как в оригинале связано. Вот. Ну, а я сейчас буду готовить вам мастер-класс на следующую модельку. А это у нас, так скажем, был добавочек, да? Работа над ошибками произведена в предыдущей модели. Желаю вам удачи, девочки. До новых встреч!